Я не хочу придумывать интересную историю того, где я был эти 2 года. Скажу лишь то, что я морально истощен, физически уставший. А из того, что я могу рассказать и показать сейчас, есть лишь история, как я начал изучать японский язык и чего я смог достичь. 7 января 2023 года были новогодние каникулы. В тот момент я вел довольно-таки активный ночной образ жизни. Концепт того, что ночью никто тебе не мешает и делаешь ты что хочешь, меня сильно привлекал. Но с учетом того, что я был студентом, концепт не очень подходил для моей дневной жизни. В 2 часа ночи я лежал на кровати, скучая и не понимая, что я делаю. Тогда я какое-то время играл в Hades. В конце декабря прошел 3 части Данганропы, а также уже планировал начать играть в ремейк Лунной Принцессы. Как вдруг из скуки родилось решение, которое до сих пор влияет на меня по сей день. Попытка выучить японский алфавит из-за простого любопытства от ничего не делания. Причина на деле была простая. Перед Новым годом, пролистывая любимый сабреддит визуальных новелл, я случайно наткнулся на гайд «Как выучить японский язык». Ради интереса я решил его почитать и удивился, что он довольно-таки простой. В нем описано буквально 5-8 шагов, как выучить японский язык и читать любимые визуальные новеллы без перевода. Поскольку я имел опыт в изучении английского, можно было бы подумать, что я решился начать изучать японский. Но на деле у меня не было на тот момент никакого желания изучать один из самых сложных языков в мире. У меня были прошлые попытки в изучении французского, немецкого, испанского и даже японского языка до этого, но все они не увенчались успехом. Так, как я изучал английский, с другими языками у меня не вышло. Однако в 2 часа ночи я не думал о своих прошлых неудачных попытках. У меня была лишь тяга утолить скуку, что я и решился сделать. Первый шаг в изучении японского – выучить хирогану и катакану. На все про все 2 дня. Оглядываясь назад, сам процесс занял у меня около недели, что довольно-таки долго, так как японский алфавит или же кана будут встречаться постоянно. Нету смысла тратить на нее столько времени. Однако в свое оправдание скажу, что тогда я не был серьезен в изучении языка. Это было и правда просто развлечение. Лишь потом я пойму, во что все вылилось. Второй шаг. Анки и скачивание деки с карточками на 6000 слов. Думаю, любой, кто пытался выучить японский язык, знает или слышал про анки. Программа для изучения чего угодно. Но если честно, для новичка крайне неприятный и неинтуитивный инструмент, так как он по сути голый скелет. Тебе самому нужно нанизывать на нее контент, который ты будешь учить. Вплоть до настроек, как именно и сколько конкретно ты будешь учить. Начал я с самой известной в английских кругах деках на 6000 слов. Ее плюс состоит в том, что ты сразу отправишься на N1, как ее завершишь. То есть ты сможешь сдать самый сложный экзамен для подтверждения знаний японского. И не нужно мне говорить, что есть сложнее, я знаю. Через 1-2 недели я забросил эту деку, ведь она давалась мне крайне сложно по нескольким причинам. В ней было видно лишь слово, а на обратной стороне ответ. Минус такого подхода для новичка состоит в том, что мне нужно вспоминать, что значит определенное слово без контекста. Слова, которые дека предлагала, явно были не для новичков, довольно сложные на тот момент. Мой подход изменился уже в 20-х числах января, а именно благодаря сайту MoeWay. Можно сказать, что именно благодаря этому сайту я мог достичь той вершины, на которой я стою. Ведь гайд на этом сайте направил меня на более нужное русло. Я понял, что нужно конкретно делать, что сыграло мне на руку и не позволило совершить ошибку многих новичков. Пытаться делать хоть что-то в начале, а потом понимать, что потратил много времени впустую. Ссылку на сайт я оставлю в описании, ведь он крайне полезен, так как там не только гайд по изучению языка, но и огромное количество источников и ресурсов, которыми я до сих пор пользуюсь. Я хочу вставить сюда очень неприятный тейк для многих людей, но я считаю, что если вы и правда хотите изучить японский, то лучше воспринять этот совет всерьез. Изучите английский язык на высокий уровень первее, а потом начинайте учить японский. Возможно, эти слова вызовут у вас недовольство ко мне, но я считаю, что это важный аспект, и вот почему. Весь важный контент, как изучать японский язык и инструменты, которые пользуются для него, находится на английском. Японский постоянно использует английские слова. Вот прямо буквально они пользуются английскими глаголами, существительными и другими частями речи в обычной жизни, аниме, книгах, визуальных новеллах. Мой совет удобен для меня, ведь я уже знал английский. И про русские ресурсы я знаю буквально ничего, так что возможно вы просто можете проигнорировать этот совет. Теперь поговорим про корневую концепцию MoeWay, а именно изучение через погружение, immersion. We acquire language in one way and only one way, when we understand messages.
Старый концепт, распространение которого сделал Стивен Крашен. Суть состоит в том, что нужно потреблять такой контент, который будет чуть выше вашего уровня, но такой, который вы будете понимать и узнавать что-то новое. То есть понимать то, что вам пытаются объяснить. Проблема этого концепта для меня состоит в том, что он выглядит так, будто нужно игнорировать грамматику, изучение слов, курсы и просто пойти смотреть аниме или мультики для детей. Именно из-за этого я и забросил все прошлые попытки изучения других языков, кроме английского. Я понял, что грамматика, изучение слов, а также разные курсы очень полезная вещь, которая явно пригодится, ведь я не верю, что в изучении языка есть что-то лишнее, абсолютно все будет нужным. Мой Away отличается еще тем, что кроме самого концепта погружения, он предлагал важные материалы, которые пригодятся для изучения японского. Словарные деки Tango, N5 и N4, пожалуй, одна из наиболее важных вещей, которые помогли мне на начальной стадии изучения японского. В этих двух деках находится по 1000 слов, которые отвечают за два самых низких уровня знаний японского. Отсюда сразу скажу важное правило. В японском нет ненужных слов, особенно для новичков. Все важно. Как по мне, на каждом слове в японском есть около 7 синонимов, которые используются постоянно. Например, слово «я». В японском нету одного личного местоимения, которое отвечает за меня самого. Их крайне много. Вот самые распространенные. Ваташи, боку, оре, аташи, ваши, варе, вага. Я бы мог сюда добавить еще устаревшие слова, но не буду, и не потому, что они не используются, а потому что не хочу никого травмировать. Стоит также отметить, что я не учил канзи, то есть иероглифы отдельно. Я учил их по контексту в этих деках, так как у канзи огромное количество чтений, всему требуется время, но пока что я лишь занимался всем все равно в шутку. Две деки я закончил примерно в апреле 23 года. Потом я начал заниматься майнингом, но попутно я также делал несколько вещей. Смотрел аниме на японском, с японскими субтитрами и без, а также использовал два грамматических гайда – Тайким и Кюридоли. Тайким – это кореец, который составил гайд грамматики японского языка, но такой, который будет отличаться от стандартного английского, который путал много вещей и не был идеален. Он находится в бесплатном доступе на его сайте и в целом неплох, но спустя 100 страниц я забросил его. Он мне был болен для изучения, и я перешел на видеоуроки английского витубера Кюридоли. Кюридоли – великолепный человек. Ее восхитительный плейлист на 90 роликов я пересматривал 4 раза. В целом я слушал по 2 видеоурока каждый день. Они шли в целом по 10-20 минут, но говорит она настолько медленно, что скорость я ставил минимум на 1,5. Очень понятные и интересные уроки, которые стали важным фактором в моем изучении японского языка. А теперь поговорим и про аниме. Мой Way дает совет сразу же смотреть аниме. Я в целом так и делал. Радовался, когда понимал несколько слов из услышанных, но понимал все равно мало. Однако на тот момент мне было все равно, ведь я мало что знал. Можно сказать, что переломной точкой в моем изучении языка стали 20-е числа марта 23 года. Я купил себе MacBook. Ноутбук моей мечты. Сценарий к этому ролику я как раз пишу через него. Благодаря нему я стал смотреть аниме 24/7 на протяжении 3 месяцев. Не просто потреблял контент, пытаясь понять, что говорят, а занимался я майнингом. Еще одна важная вещь, с которой нужно ознакомиться поподробнее. Майнинг — это буквально, когда ты видишь на экране незнакомое слово, сразу же добавляешь его в свою деку в Анки. Вот и все. Делаешь так до бесконечности, пока не выучишь японский или не наберешь определенное количество слов. В моей Анки деке было максимум около 10 тысяч слов. За 2-3 месяца я посмотрел около 3000 эпизодов, что я считаю одним из самых важных моих достижений. Переломный момент наступил 7 мая, на 5-месячную дату изучения японского. Я попытался начать читать, а также рассказал впервые, что изучаю японский язык кому-либо. Первые 5 месяцев никто не знал, что я изучаю японский. Я всегда верил, что если никому не рассказывать о своих планах и делать все в тишине, то соответственно тебе никто не помешает и не отвлечет от дела, или же никто не похвалит или не покритикует. Я не люблю хвастаться, а также рассказывать, что я планирую сделать, ведь это глупо. Лучше показать результат, когда есть что показывать. Не зря же есть поговорка: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Причина рассказа была, в общем-то, довольно-таки простая. Мой друг тоже захотел изучать японский, и я хотел ему дать мотивацию, что если могу я, то значит тоже сможет он. В конце концов, он быстро сдался, а я нет. Завершая про планы, могу сказать, что по сей день знает, что я изучаю японский меньше 10 человек, и то друзья, а не родные. Если получу сертификат N1, то тогда расскажу и другим. Это видео, конечно, является исключением, что логично. Мой первый опыт чтения был связан с визуальной новеллой Stargazer, которая не была переведена с японского языка никогда. Считается одной из самой легкой игрой для чтения из-за очень простого языка, но в реальности эта маленькая новелла на несколько часов про 2 девочек затянулась у меня на 10 часов адской головной боли. Я не мог подумать, что первый опыт в чтении
чтении был настолько больным, но это было так. Сразу нужно сказать, что любая первая книга на японском будет адским испытанием для вас, ведь все же японский сильно отличается от славянских или европейских германских языков. Благо головная боль прошла, и я смог дочитать до конца и пройти ее. Я бы ей поставил 5 из 10. Ужасная и скучнейшая новелла, но как первый опыт сойдет. Можно тут подумать, что я мог спокойно читать, посмотрев всего лишь 3000 эпизодов аниме и пройдя около 2500 слов в анке. Но на деле это было лишь начало и лишь слабый необходимый минимум. Я решил почитать из-за интереса, не более. Я использовал специальные приложения, которые позволяли мне простым сжиманием одной клавиши смотреть новые слова, значения или чтения, которые я не знал, что и позволило мне очень быстро дочитать Stargazer. Например, в среднем у многих новичков уходит гораздо больше времени на их первую новеллу. Однако мне повезло лишь тем, что я выбрал одну из самых легчайших. На деле я считаю, что ваша первая новелла должна быть легкой и быстрой, до 10 часов, а потом начинать читать новеллу посложнее, которые вам интересны. Так как именно из-за этого, что вам нравится сама новелла, вы будете мотивированы продолжать читать дальше, а не потому, что новелла легкая. Второй моей новеллой, которую я начал сразу же после завершения Stargazer, была Unread Night, которая была гораздо легче для прохождения, ведь я уже имел кое-какой опыт чтения, плюс голова уже не болела. После завершения этой новеллы я решил остановиться, ведь если самые легкие новеллы были довольно-таки сложной задачей, то что можно сказать про те истории, которые я хотел прочитать потом. Так что я решил приостановить мои попытки в чтении, пока я не стану лучше через аниме, анки и кюридоли. Следующая моя новелла была Миникуй Моджика Нуко. Проходить я ее стал в середине июня, как историю, которую я хотел прочитать еще давным-давно, ведь у нее был уникальный вид, интересная задумка, а также большое вдохновение от эйфории. На удивление прошел ее за 7 дней, оставшись полностью довольным и чувствую, как я стал намного лучше, поэтому я с легкостью прошел и новеллу Loopers от компании Case со сценарием Рюкиси 07, который написал «Когда плачут цикады и чайки». Моя скорость чтения в Loopers была 10 тысяч иероглифов в час, что довольно-таки много для новичка. Однако мою уверенность уничтожила моя пятая новелла под названием «Феномена». Ее язык был за пределами моего уровня. Я снова вспомнил головную боль. «Феномена» очень короткая история, которую можно пройти за 2 часа, однако у меня она растянулась на 5-6, ведь я постоянно смотрел новые слова, которых было очень много. Уверенность моя была уничтожена полностью, и я вернулся в аниме. Чтение – одно из тех занятий, которые многие хотят достичь, изучая язык, ведь ни для кого не секрет, что японский имеет огромное количество непереводимых по сей день игр, новелл, книг и много чего еще. Однако не каждый готов потратить сотни часов на то, чтобы достичь хоть какого-то небольшого уровня, понимая. На момент лета 23 года я уже с неохотой смотрел аниме, так как оно мне банально надоело, а манги и другие визуальные новеллы я не приступал. Но 15 августа наконец произошел новый прогресс. Я начал проходить свою шестую историю, Марко Тогин Горю, которая имела крайне высокий уровень продакшена. Каждое новое предложение показывало новое CG. История была очень короткой, примерно на часов 7-8, без нарратива, а только с диалогами. Мечта, а не новелла, однако неимоверно скучная и неинтересная. Но как первая визуальная новелла была идеальная, лучше бы я начал с нее. Эксперимент длиной в 10 дней. Дальше произошло другое, одно из самых важнейших событий на моем пути обучения, а именно 10-дневный эксперимент, где я остался совершенно один дома, что сподвигло меня на идею пройти 3 визуальные новеллы, читая абсолютно все свободное время. Это выходило у меня 10-11 часов чистого чтения в течение 10 дней. 3 новеллы, которые я прошел на тот момент, были 3 длинные истории: Акииро Кайкитан, Аюки но Юстия, Дайтошука но Хицуджикай. Я до сих пор вспоминаю тот период с благодарностью самому себе за такую возможность. Я не могу сказать, что Акииро и Хицуджикай мне сильно запомнились, разве что истинный рут Акииро сильно напомнил мне Фату Моргану, но не более. Что меня приятно удивило, так это Юстия, с великолепным сюжетом, интересными персонажами, с главным героем, у которого есть озвучка, но и, конечно же, хорошо прописанный фэнтези-сеттинг. После завершения моего эксперимента я начал полностью фокусироваться на новеллах, что позволило мне пройти до 25 тайтлов до декабря того же года. Я не буду рассказывать о всех, но расскажу о нескольких, которые я давным-давно хотел пройти. Кара но Шоджо финальная глава, Оритачи Нива Цубаса Ванай или Арицуба, первая работа Морейни под названием Кагерото Рюки и все игры Крупа. Нокигеми Тайна Шимани Сундеру Ваташи ва Досурья Индуска, первая и вторая часть, и Хентай Призон, которую до этого я проходил с машинным переводчиком, в этот раз на чистом японском. Я остался доволен третьей частью Девушки в скорлупе, до сих пор считаю вторую часть лучшей, но финал третьей был слишком хорош, что я считаю большим достижением в завершении трилогии. Арицуба является великой новеллой по ее хайпу, ведь каждый, кто хоть раз узнавал лучшие непереведенные визуальные новеллы, определенно слышал непереводимую огромную историю, которая практически с длиной как Фейт, но является повседневностью.
сложностью, которая сложнее большинства визуальных новелл. Признаться честно, проза Арицубы действительно была крайне приятная для чтения. К середине игры сложность уходит на нет, так как золотое правило чтения на любом иностранном языке это то, что весь словарный запас автора используется в начале, а потом привыкаешь. Как и с девушкой в скорлупе, я начал играть в нее из-за любопытства. Смогу ли я хоть что-нибудь понять в такой сложной работе? Каково было мое удивление, когда я мог ее читать, что позволило мне дочитать ее до конца. Действительно сложная игра в пране слов, но оглядываясь назад, не скажу прямо, что невозможная сложность. Просто огромное количество сленга, фэнтези слов и повседневной жизни. Я бы не проходил ее второй раз. Накигей Митай на Шима Нисундеру Ваташи Вадосру Яиндеска была моей мечтой, ведь именно из-за нее я начал учить японский. По крайней мере, я привык так думать. Что на деле было, я уже не вспомню. Первая часть имела идеальный темп повествования. Она не была короткой, но и длинной тоже не чувствовалась, что заставило меня очень сильно ее полюбить. Что не скажешь про вторую часть, в которой я очень сильно разочаровался. Она ощущается как фан-диск, но не как сиквел. Hentai Prison же оказался отличной игрой, которой я даже поднял рейтинг до 9 из 10. Настолько она великолепная. Однако самой удивительной находкой абсолютно за все время изучения японского стала «Ведьма в рождественскую ночь» производства Type Moon, Киноко Насу и Такеучи Такаши. Мне не нравится Fate, оригинальный Цукихимы, DDD или Кара но Кёкай, поэтому я не знаю, что я ждал от Махоя, но она меня поразила. Самая красивая и уникальная визуальная новелла, в которой я когда-либо играл. Если вы хотите увидеть новеллу уровня AAA, то вот она. Она действительно подходит под слова «визуальная новелла», ведь в отличие от других новелл, которые являются в основном статичным медиа, Махоя — это настоящее произведение визуального искусства с разными ракурсами камеры, умного использования визуальных приемов, а также фантастических экшн-сцен, которые действительно сцены сражений, а не статические изображения с написанным текстом. И я прошел 3,5 раза, но признаюсь, что далеко не идеальная история, крайне скучная к третьему прохождению, но она того стоит. Моей 25-й новеллой был Великий Голиаф, ведь я ощущал себя Давидом, проходя этого монстра. В любом топе визуальных новелл по сложности именно работы сценариста Морени стояли на вершине сложности. Каково же было мое удивление, когда я смог ее пройти. Так еще я получил интересный и необычный сюжет. По сути, история о том, как главный герой просыпается в странном месте с амнезией и проводит время в необычном отеле. Музыка. Чувство спокойствия и мистики погрузило меня в эту историю и не отпускало практически до самого конца. Действительно интересная вещь. Однако по сей день я не прошел ни одной другой игры, которую написал Морени. По разным причинам. Наверное, самой большой является сложность. Пока я снова не готов это делать. Даже с тем багажом опыта, который я имею. 25-я новелла была моей последней, так как от новелл я тоже устал, что позволило мне переключиться на мангу. Причина того, почему я не читаю медиа, которая имела практически лишь диалоги и картинки, заключалась в трудности просматривания незнакомых слов. В отличие от визуальных новелл, где благодаря текстрактору я мог за один клик посмотреть значение слова, с манго я не хотел париться и искать OCR-инструменты или другие способы, как бы извлечь текст. Я не хотел себя настолько мучить. Однако благодаря тому, что я прочитал более 25 новелл, я решился попробовать почитать мангу. Первую, которую я завершил, считается до сих пор одной из самых сложных. Повесть о лунной принцессе. В чем ее сложность? Нету фуриганы, текст непростой и не просто про повседневность. В целом все. Однако сложность больше относится к новичкам. Для любого человека, кто уже прочитал огромное количество историй, сложность не будет чем-то понятным. Ведь у каждого разный багаж знаний. Значит, нужно пробовать самому лично. До марта 2024 года все, что я делал, это прочитал более 500 томов различной манги. Вообще удивительно, что за столь короткий срок я смог прочитать столько. Но с другой стороны, манга читается легче, чем визуальные новеллы, и слов для понимания нужно гораздо меньше. Из самых больших я могу отметить Fairy Tail и Kenichi, которые оба имели по 60 томов. В конце марта я принял новое решение начать читать ранобэ, а также из-за этого присоединился в Discord сервер Moeway, что улучшило мой уровень языка еще сильнее. Я не затрагивал ранобэ из-за того, что это обычные книги. Визуальные новеллы имели картинки, что помогало практически никогда не запутываться в том, что происходит. Манга имела еще больших визуальных элементов и исключительно диалоги, а ранобэ лишь текст с редкими наблюдающимися иллюстрациями, что не помогало. Однако я хотел прочитать кое-какие работы еще давным-давно, ведь наконец-таки у меня появилось время. До того, как мы двинемся в мой рассказ о ранобэ, который я успел прочитать до октября 2024 года, стоит сказать, что я уже не смотрел практически ни одной серии аниме, лишь изредка удосуживаясь посмотреть пару серий из-за каких-то причин. Также я не читал визуальные новеллы больше, так как они очень длинные, а мне это надоело. Мангу я тоже забросил примерно на 500 прочитанных томах. Однако я не забросил анки.
Я прошел до конца деки Tango N5, N4, N2 и N1, пропустив лишь третью. Сбросил свою майнинг карточки и прошел 3-4 раза деку про грамматику, которая встречается на экзамене по сдаче японского. Но это не значит, что моя грамматика настолько хороша. У меня до сих пор встречаются частые проблемы с тем же самым ССРУ, потому что я до сих пор часто путаюсь в Козытев, но все же меньше, чем раньше. Моим первым томом, который я прочитал, был Орецки, рамком, который имеет 17 томов, однако, как по мне, история того недостойна, чтобы столько читать. Так что после первого тома я попробовал Коносубу, ведь когда-то моим первым японским раномом была как раз таки Коносуба. Однако, как и тогда, после первого тома я так и не пошел читать дальше. Скучно. Пожалуй, самыми важными новеллами, которые я прочитал до самого конца, является «Приключения Кино» и «Бакана». Это по-настоящему интересные истории, которые в своем роде уникальны. «Приключения Кино» рассказывает про 15-летнюю на вид девушку Кино, которая путешествует на своем говорящем мотороллере Эрмесе по уникальному миру, в котором она живет. Эпизодическая история, суть которая в том, что Кино посещает государство на 3 дня, узнавая их культуру и историю, а также уезжает дальше, надеясь однажды найти место, которое она однажды назовет своим домом. В мире Кино государство — это что-то наподобие Сингапура, города, окруженные стенами, так что в теории их можно существовать бесконечное множество, каждая уникальная или с уникальными правами. За 23 года вышло 23 тома, серия пока что не законченная. Бакана же является о разном, о Америке 30-х годов в период сухого закона, о итальянской мафии, о гангстерах. И, конечно же, фишка всей истории состоит в том, что главные герои бессмертные. Если вы хотите знать, на что похожа Бакана, то ответ очень прост – Дюрарара, ведь автор один и тот же. Проблема Бакана заключается в том, что последний том вышел 8 лет назад, и последних 2 тома, которые должны завершить всю историю, мы до сих пор не видим. Однако это не та ситуация, как у Мартина с «Игрой престолов» или у Ротфуса с «Хроникой убийцы королей», ведь Нарита работает над другими историями на данный момент, обещая вернуться к Бакана после завершения Fate Strange Fate, финальный том, который должен выйти в 2025 году. В общей сложности по завершению октября я прочитал 100 томов Ранобе, на что я остановился на данный момент и вернулся к чтению к различным манге. Эта история может затянуться на огромное количество часов, ведь я рассказал все поверхностно, пробегая по важным деталям, упуская моменты по подобию, что именно я прочитал, как я настраивал программы, какими я пользовался, что я могу на данный момент. Но все же, если нужна сухая статистика, то я ее могу предоставить. Просмотрено эпизодов аниме 3575, прочитано томов манги 805, прочитано томов Ранобе 100, пройдено визуальных новелл 35, приобретенный опыт бесценный. По завершению я бы хотел сказать, что изучение японского одно из самых интересных занятий, которые я сделал за последние годы. Настолько не похож язык, который совершенно отличается от английского или же русского, я никогда не встречал. Я буквально открыл новый мир. Конечно, можно сказать, что есть языки намного полезнее и легче. Тот же французский, немецкий, испанский или португальский, которые пригодятся в жизни скорее всего намного больше. Однако то чувство, когда ты решил покорить самый сложный язык в мире, оно неповторимо.